Еще полгода назад в сводках Российского Министерства обороны довольно часто фигурировало слово «освобождение». Устами генерал-лейтенанта Игоря Коношенкова военное ведомство отчитывалось об освобождении российской армии того или иного населенного пункта. Затем инициатива на много месяцев перешла к вооруженным силам Украины. Российские войска были вынуждены обороняться и отступать. Сейчас впервые за долгое время российская страна говорит об освобождении нового города на территории Украины, Солидара. Это Бахмутский район Донецкой области. В интернете есть масса видеозаписей, где можно посмотреть, как именно происходит освобождение Бахмутского района. Ни одного целого здания, ни одной уцелевшей квартиры. Мы можем представить, каким несчастьем для любой семьи оказывается пожар в доме. Даже если никто не пострадал, то повреждено жилище, потерянное имущество, утраченные бесценные семейные реликвии. Даже если люди спаслись, их жизнь надолго оказывается разрушенной. И я говорю лишь о какой-то одной гипотетической семье. А на этих кадрах мы видим горе сразу сотен семей. По всему Донбассу таких семей сотни тысяч. В Мариуполе, Волновахе, Попасной и в других городах, от которых после ожесточенных боев за их освобождение остались одни лишь названия. Когда представители российской армии говорят об освобождении того или иного города, это можно понять только одним образом. Это значит, что мирные жители Изюма, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного находились в Украине в условиях до такой степени невыносимых, по мнению, российских властей, что их освобождать следовало любой ценой. Тотальное разрушение, гуманитарная катастрофа, гибель десятков тысяч человек. Все это как будто бы разумная, по их мнению, цена, по мнению российского руководства. В 2014 году, как мы знаем, произошел Майдан. Протест поначалу был мирным, но затем пролилась кровь. Однако внутриукраинский гражданский конфликт и столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана в городах, подконтрольных украинскому правительству, угасли довольно быстро. Уже к 2015 году граждане Украины стали сами разбираться со своими разногласиями. Вспомним нашу страну, Россию, в 1993 году. У нас тоже был гражданский конфликт, и тоже пролилось немало крови. Во время жестоких столкновений между защитниками Верховного Совета и сторонниками президента Бориса Ельцина гибли люди, и те, и другие были российскими гражданами. Воспользовавшись ситуацией, на короткое время в России подняли голову неонацистские силы. Например, макашовцы и баркашовцы, которые открыто маршировали в Москве. Но уже к концу 1993 года мы, граждане России, сами со всем этим разобрались. Прошли выборы, а всякие неонацисты как были маргиналами, так ими и остались. Вне зависимости от политических пристрастий, и симпатизанты Бориса Ельцина, и сторонники Руслана Хасбулатова, все российские граждане явно не были заинтересованы в том, чтобы какая-то другая страна стала вмешиваться в наши внутрироссийские проблемы. Те россияне, кто не смирился с победой Ельцина и назвал произошедшее в 1993 году государственным переворотом, даже они не призывали на помощь никакую иностранную силу. Вот и в Украине, когда кризис власти, вызванный событиями на Майдане, прошел, когда страсти поутихли, когда уличные стычки с человеческими жертвами прекратились, тогда жители городов востока Украины стали выражать свою позицию самым цивилизованным способом – посредством выборов. Те украинские граждане, кто выступал за тесные связи с Россией, на минувших, например, выборах в Верховную Раду голосовали за партию «Оппозиционная платформа за жизнь». Эта партия никогда не скрывала и даже открыто декларировала свою пророссийскую направленность. Один из ее лидеров, Виктор Медведчук, вообще широко известен как кум Владимира Путина. Пророссийски настроенные граждане Украины никогда не просили помогать им военным путем. Не было настроений «Путин, освободи нас любой ценой», «Нам лучше умереть на войне, чем жить в Украине». Эти люди просто голосовали на парламентских выборах за пророссийскую партию, обеспечив ей второе место в Верховной Раде Украины. В то время как, кстати, националисты на последних выборах смогли провести в украинский парламент лишь одного депутата из 450 – Оксану Савчук, да и она ни в чем ужасном замечена не была. Уже в ходе нынешней войны партии пророссийской направленности в Украине были запрещены, что и понятно. Но это сейчас. А все те 8 лет, которые предшествовали 24 февраля 2022 года, их никто не запрещал. Кстати, то же самое касается и болезненной темы памятников. Да, весной 22 года в Украине стали демонтировать памятники российско-украинской дружбе и некоторые другие скульптуры. Но о чем это говорит?
О том, что до начала полномасштабной войны все эти монументы, посвященные дружбе России с Украиной, спокойно себе стояли в Киеве, Переяславе, Синьковке. Все эти 8 лет никто их не трогал. Стояли бы они и сейчас, если бы не вторжение российской армии. Но вернемся к вопросу политических прав жителей востока Украины. На местных выборах этнические русские и русскоязычные украинцы активно избирали в свои городские органы власти депутатов от всевозможных небольших партий. Например, физически находясь за границей, свою политсилу смог зарегистрировать оппозиционный русскоязычный блогер Анатолий Шарий. Его партию пытались запретить, но он взял и прямо из-за границы выиграл в 2020 году суд в Киеве. Это лучшая иллюстрация того, как работает принцип разделения властей. Исполнительная власть хотела закрыть партию, а судебная власть не дала этого сделать. Политическая партия Шария пошла на выборы и получила мандаты. Если бы не эта война, то русскоязычный блогер, ненавидящий всех 3 последних президентов Украины, так и продолжал бы из-за рубежа вести свои избирательные кампании, выигрывать мандаты на местных выборах. А мы в России такому уровню политических свобод могли бы только позавидовать. У нас подобное невозможно. У нас и, находясь в России, партию, независимую от власти, зарегистрировать невозможно. В Мариуполе местные жители в 2015 году избрали, а в 2020 году переизбрали русскоязычного главу Вадима Бойченко, председателя русскоязычной партии «Блок» Вадима Бойченко. А когда кто-то пристал к нему, почему же он, мэр украинского города, не говорит по-украински, он спокойно ответил: не важно, каким мы языком говорим, важно, что мы вот здесь несем. Важно, что у нас вот здесь, и важно, что мы делаем. После этого никто русскоязычного политика не пытался ни как-то репрессировать, ни снять с должности. Мариупольцы до начала Большой войны спокойно жили при той власти, которую сами себе выбрали. И нельзя забывать, что Владимир Зеленский – это всенародно избранный президент Украины, за которого голосовали как на Западе, так и на востоке страны. Он на выборах разгромил, кстати, находившегося тогда у власти Петра Порошенко. Зеленский не получил полномочия благодаря Майдану, а как раз пришел на смену после майданной власти. Даже в рамках той риторики, в которой Майдан ужас ужасный, легитимность Зеленского не подлежит никакому сомнению. Это президент, за которого голосовали в том числе и на Донбассе. Если взять Донецкую и Луганскую области, то после 2014 года в гораздо лучшем положении оказались жители отнюдь не тех городов, которые тогда вошли в ДНР и ЛНР, а как раз жители городов, оставшихся под контролем украинской власти. В одной части Донецкой и Луганской областей, там, где находился Мариуполь, Волноваха, Изюм, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, вот там гражданский конфликт 2014 года очень быстро утих и перешел в политическое русло, перерос в цивилизованную конкуренцию между партиями. В свою очередь Донецк, Луганск и их ближайшие окрестности из-за прямого вмешательства Владимира Путина оказались в зоне боевых действий. Там начались бои между вооруженными силами Украины и народными милициями, которые снабжались оружием, военной техникой и живой силой из России. Артиллерийские перестрелки между враждующими сторонами приводили к многочисленным жертвам среди мирного населения. Зачем вообще на Донбасс приехали люди из России? Зачем эти люди стали захватывать здания местных администраций? В конце концов, зачем вообще люди из России начали под Донецком и Луганском боевые действия против вооруженных сил Украины? Если бы Донецк и Луганск остались под контролем украинского правительства, то чем судьба дончан и луганчан отличалась бы от судьбы мариупольцев? Ведь с точки зрения национальности и языка это совершенно одинаковые люди. Это одни и те же донбассы. Так если украинская власть не проводила никакого геноцида или этноцида в Мариуполе, то почему она должна была обязательно провести его в Донецке и Луганске? Более того, есть пример города Славянска. В 2014 году он какое-то время был в составе ДНР, но затем вооруженные силы Украины отбили его обратно. Никаких этнических чисток там не случилось. Автобусы с бандеровцами туда не приехали. В 2020 году в Славянске за пост главы города боролись представители 2 пророссийских партий – Павел Придворов и Вадим Лях. Придворов обошел Ляха в первом туре, но во втором туре победу одержал Лях. Открытый противник Майдана и сторонник Виктора Януковича. Он спокойно избрался и руководит городом по сей день. Так если внутри Украины жители русскоязычных городов сами решают свою судьбу на местных выборах, зачем же им помогать ценой смертей и разрушений?
Но нас какие-то люди 8 лет убеждали в том, что их нужно было спасать, что им угрожала какая-то опасность. Обсуждалось, что необходимо обязательно силовое вмешательство. Теперь давайте вот что. Предположим, что жители Донецкой и Луганской области Украины с 2014 года действительно они нуждались в помощи с российской стороны. Понятно, что мы так не считаем. Но такую позицию вещали долгое время из телевизора, и значительное число россиян ее придерживается. Поэтому мы сегодня попробуем, исходя из этого предположения, пофантазировать, как именно Россия могла бы поддержать этнических русских и русскоязычных в Украине, если бы там действительно происходил, типа, геноцид, как рассказывают сейчас по телевизору. С 2014 года под фактическим контролем России оказались города Донецк и Луганск, ставшие столицами непризнанных ДНР и ЛНР. До 2015 года включительно республики были зоны активных боевых действий. Но уже с 2016-го интенсивность войны на Донбассе радикально снизилась. Это была уже не война, а отдельные боестолкновения и перестрелки, которых год от года становилось все меньше и меньше. По состоянию на 2021 год это был уже замороженный конфликт. По данным, которые обнародовали сами органы, власти этих народных республик, в 2021 году в ДНР погибли 7 гражданских, а в ЛНР 1. Гибель 8 мирных людей – это, безусловно, большая трагедия. Но 8 смертей никак не могут оправдать развязывание полномасштабной войны, в которых сотни человек в тех же местах гибнут ежедневно. Популярная фраза «8 лет бомбили Донбасс» очень оторвана от реальности. Сражения и обоюдные обстрелы с большим количеством жертв завершились в течение первых 2 лет. А затем постепенно установился тот самый худой мир, который лучше доброй войны. Следовательно, у России было 6 лет, чтобы обустроить качественную жизнь в Донецке, Луганске и их окрестностях. Во-первых, тогда бы наша страна действительно помогла миллионам людей. Во-вторых, Россия показала бы всему миру: смотрите, донбассцам действительно стало лучше. Лучше жить с нами, чем с Украиной. А 6 лет — это отнюдь не маленький срок. Сейчас в России на такое время президента избирают. За 6 лет можно совершенно преобразить крупный город. Это доказали Мариуполь и Харьков. У меня, кстати, есть отдельное видео про развитие этих городов до 24 февраля 2022 года. Прежде чем поговорим о том, как именно наша страна могла бы помочь Донбассу, очень кратко озвучу свою личную позицию. Я, конечно же, считаю, что нашей стране вообще не следовало как-то вмешиваться, и уж тем более не следовало каким-либо образом отторгать Донецк и Луганск от Украины. Как мы рассказывали в начале ролика, люди там и без нашего участия совсем замечательно разбираются. Вместо этого Россия, если действительно видела угрозу жизням людей в Донецке и Луганске, могла бы обратиться к жителям этих городов с понятным предложением. Каждого из вас, кто боится за свою безопасность и опасается преследований, притеснений или любых других угроз, что ему каким-либо образом там угрожает опасность, неважно каким. Так вот, всех вас мы готовы принять на территории Российской Федерации, предоставить жилье, подъемные, льготы как репатриантам и помощь в трудоустройстве. Больше того, с таким же предложением Россия могла бы обратиться не только к донбассцам, а в принципе ко всем этническим русским, какие только живут в мире. Да и не только к русским. У нас есть множество национальных республик, которые могли бы самостоятельно приглашать к себе на постоянное жительство этнических башкир, чувашей, марийцев и так далее. Да, это большая нагрузка на бюджет. Но, например, опыт Израиля, который готов дать свой паспорт, живые деньги и целую корзину льгот всем людям с еврейскими корнями, показывает, что такие траты – это очень выгодная инвестиция в будущее. В отличие от содержания за свой счет никем не признанных республик. И это уже точно лучше любой войны, которая составляет лишь убытки. В общем, наша страна могла бы просто пригласить к себе всех желающих дончан и луганчан и оставить Донецк и Луганск в покое. Они в Украине жили бы точно так же, как Мариуполь и Славянск. Сами бы определяли свое будущее посредством всеукраинских и местных выборов. Но предположим, что по какой-то причине неведомый вариант оставить Донецк и Луганск Украине был, заведомо неприемлем. Представим, что мы живем в мире Владимира Соловьева или Владимира Путина, где Запад и Восток Украины — это как Хуту и Тутси. К реальности это не имеет никакого отношения. Но просто предположим, что было бы так.
Что бы в таком случае следовало сделать России, дабы спасти людей от геноцида? Если бы ситуация действительно была такой, то регионы эти следовало бы аннексировать, в одностороннем порядке включить в состав Российской Федерации и официально защищать вооруженными силами России живущих там людей. Так почему, если власть, как она говорит нам, считала, что людям угрожает геноцид, то почему еще тогда Донецк и Луганск не присоединили к России? Давайте смотреть фактам в глаза. Все последние 8 лет миллионы жителей Донецка, Луганска и окрестностей находились в очень странном положении. Они не в Украине, но и не в России. Фактически они вообще не находились ни в чьей юрисдикции. И такой правовой вакуум позволил взять власть в руки, мягко говоря, сомнительным персонажам. Донецкой Народной Республикой с 2018 года руководит региональный координатор финансовой пирамиды МММ Денис Пушилин. В 2013 году самой главной заботой Пушилина был не русский мир, а арест аферистов из МММ в Индии. На российских государственных телеканалах тогда вовсю злорадствовали. Один из россиян для привлечения клиентов в пирамиду представлялся журналистом. Кроме лидера МММ Индии Алексея Муратова, в полицию попали Данис Расаав и Андрей Килин. На этом видео, которое сам Килин выложил в интернет под заголовком «Как я провел лето», он отмечает с индийскими соратниками успех очередной вербовки в МММ. Скорее всего, следующее лето Килин и компания тоже проведут в Индии, но вряд ли столь же весело. Татьяна Проскурякова, Вести. А Денис Пушилин в это время участвовал в экстренной конференции МММ, созванной после ареста коллег. Ждем Алексея в самое ближайшее время на родине, потому что у нас очень много планов здесь. И сделаем все возможное для этого. И уже делаем. В Луганской Народной Республике ситуация еще хлеще. Первого главу ЛНР Геннадия Цыпкалова задушили свои же соратники. Второй, Валерий Болотов, таинственно скончался в возрасте 46 лет. При третьем главе ЛНР Игоре Плотницком начались самые кровавые междоусобицы. Полевые командиры стали активно друг друга резать. Так погибли Алексей Мозговой, Александр Беднов, он же Бэтмен, Павел Дремов, он же Батя. Затем неизвестные подорвали самого Игоря Плотницкого. Он, однако ж, выжил, но затем все же его сверг глава, Министерства внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. Этот Корнет до сих пор на своей должности регионального министра внутренних дел сидит. Теперь, наверное, он какую-то должность уже в российской полиции таким образом занимает. Хотя с 2017 года он фигурирует в уголовном деле об убийстве, которое расследует Следственный комитет России. Задумайтесь, а понравилось бы вам жить при такой политической системе? Когда вооруженные люди решают между собой, кто здесь власть, расстреливая и вырезая друг друга. Особенно было нелепо, когда недавно Владимир Путин назвал через запятую героями русской весны ЛНРовцев Алексея Мозгового и Сергея Горенко. Общеизвестно, что покойный прокурор Горенко добился, чтобы покойного Мозгового признали виновным в расстреле семейной пары с 10-летней девочкой. А герой ДНР Арсен Павлов, он же Моторола, которому Путин тоже воздал почести, разумеется, посмертно, это тоже герой, так герой. Утренняя зорька. Бо у нас все немножечко спят. Война людей не ебет. Там никого нету. Не похуй. Вон туда лучше стреляй. Вон, смотри. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Долбоебы-то спят у нас здесь. Понимаете? Машину. Хорош защитничек. Стреляет просто от скуки из подствольного гранатомета, куда попало, прямо в городской черте. Так вообще-то дела не делаются. Уж если полезли туда, что было делать совершенно не нужно. Но уж если полезли, то надо было доводить ситуацию до какого-то адекватного состояния. Чтобы людям там, в Донецке и Луганске, вообще можно было хоть как-то по-человечески жить, а не находиться посреди бандитских стрелок. И уж точно Россия должна была не плодить всяких отморозков с автоматами, а наоборот разоружить их. И, наверное, отправить их на лечение к психиатрам. Повторюсь, я считаю, что не было вообще никаких разумных причин отторгать от Украины Донецк и Луганск. Но раз уж отторгли,
то надо было устанавливать там какую-то нормальную гражданскую власть. Мы, конечно, не питаем никаких иллюзий насчет чистоплотности путинских губернаторов и мэров, но даже при путинских чиновниках миллионам людей жить было бы гораздо лучше, чем под властью боевиков. Последние годы ясно показали, во время перемирий этим боевикам становится попросту скучно. Они или стреляют куда попало, или убивают друг друга, или начинают приставать к обычным прохожим. Типа, а ты чё одет не как мужик, а чё у тебя волосы как у бабы? Об этом, кстати, рассказывают сами дончане и луганчане. Но вернемся в нашу реальность, настоящую. Что мы имеем в сухом остатке? Несколько лет вяло текущего конфликта. 8 лет полного бесправия. А затем большая война. И на эту войну принудительно отправляют едва ли не все мужское население Донецка и Луганска. За все 8 лет и близко не погибли столько донбассов, как за последние 11 месяцев. И зачем? Даже если предположить, что у жителей Донецкой и Луганской областей действительно были какие-то проблемы с украинской властью, даже если это и так, то очевидно, что эти проблемы не стоят того, чтобы приносить войну в жилые городские кварталы. И те местные жители, которые симпатизировали России раньше, точно не просили взрывать их дома, стирать с лица земли родные города. Это кровавый абсурд. Не родился еще пропагандист, который смог бы объяснить стоящему обломков собственного жилья освобожденным, что они освобождены. У жителей абсолютно каждого города в России есть свой солидный список претензий к российской власти. Но это не повод воевать и разрушать ту, пускай не идеальную, жизнь, которая у нас есть. Худой мир лучше доброй войны. Существует масса легальных способов поддержать своих за рубежом, не военными методами. Вот лишь один пример. Целевые стипендии и гранты. Немецкие институты активно дают стипендии и гранты тем, кто желает исследовать немецкую культуру и историю. То же самое делают едва ли не все страны Европы. Российская власть очень косо смотрит на научные и культурные контакты за границей, а в любом зарубежном финансировании сразу усматривает подрывную деятельность. Но вообще-то надо не реагировать на такие практики, как черт на ладан, а самим их перенимать. Давать гранты как персонально школьникам и студентам, так и целым школам и университетам, которые заинтересованы русской культурой и историей. Испания в 1991 году, например, под эгидой Министерства иностранных дел создала институт Сервантеса, задача которого продвигать во всем мире испанский язык и культуру, поддерживать испанистов. Сейчас в Европе, Азии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке работают около 80 отделений института Сервантеса. В Москве такой есть. У нас, кстати, тоже есть свои российские центры науки и культуры за рубежом, но про них очень мало кто слышал. А почему бы не поднять их авторитет до уровня института Сервантеса? У Израиля есть две совершенно блестящие программы – Таглит и Маса. По Таглиту каждый еврей в мире в возрасте от 18 до 32 лет может один раз в жизни бесплатно поехать в 10-дневную туристическую поездку по Израилю. А по программе Маса каждый еврей в том же возрасте может бесплатно отучиться в Израиле 4 или 8 месяцев. Можно взять одну специальность, можно две разных. Причем Таглит и Маса ни к чему не обязывают. Ты не должен брать израильское гражданство, оставаться в стране на отработку. Израильтяне действуют практично. Приглашают всех евреев с расчетом, что самые ценные для страны кадры останутся в Израиле по своему желанию, а не по принуждению. Россия – это очень богатое государство, которое может себе позволить то же самое. Не надо лезть в чужие страны, где живут этнические русские. Лучше самих людей переманивать к нам. Потому что в современном мире люди стоят дороже территорий. Для нашей страны это особенно актуально. Чего России остро не хватает? Земель или людей? Можно же сделать программу. Каждый в мире этнический русский может бесплатно съездить в Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, в города Золотого Кольца. То же самое можно предложить людям всех тех национальностей, которые живут на территории России. В России любимой государевой забавой стало сравнивать себя с Соединенными Штатами. Но сравнивать только в чем-то плохом. Вот у них есть закон об иностранных агентах, организациях иностранных агентах. А мы вот будем объявлять иностранными агентами даже отдельных физических лиц, прямо нарушая их конституционные права. Американцы полезли спасать иракцев от Саддама Хусейна и разрушили им всю страну.
А мы сотворим что-то подобное со своими ближайшими соседями и заодно свою собственную страну тоже разрушим. Так сказать, догоним и перегоним. Но почему бы не подсмотреть в США что-то хорошее? У них, как и у нас, федеративная республика. И там в каждом из штатов есть свои центры образования, науки, культуры, спорта и бизнеса. Американцы не мыслят в таких категориях, что за хорошей жизнью обязательно нужно ехать в Вашингтон, Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Сейчас еще живы люди, которые помнят голод в штате Оклахома в 30-е годы. Тогда оклахомцев презрительно называли оки, что было синонимом слова «голодранец». Сейчас же в Оклахома-Сити есть музеи, театры, стадионы мирового уровня. Высшие учебные заведения представлены в диапазоне от Университета науки и искусств до Гражданского аэрокосмического медицинского института. Это я специально привел в пример не Калифорнию, не Иллинойс или Массачусетс, с которыми и так все понятно. Речь о некогда захолустной Оклахоме. Хорошо помогать русским за рубежом. Только для этого нужно помочь русским и, в принципе, всем россиянам в самой России. Чтобы каждый русский, карел, мордвин, удмурт, ингуш, где бы он ни находился и каким бы гражданством он ни обладал, знал, что он может приехать в Россию. Не только спасаясь от беды, но и просто для повышения своего уровня жизни, больших возможностей для самореализации. В России около 170 тысяч населенных пунктов. Это вместе с селами, деревнями, станицами и аулами. Понятно, что довести каждое из них до идеала не получится, хотя стоит стремиться. Но можно же для начала заняться хотя бы столицами регионов. Сделать их международными центрами притяжения, центрами науки, образования, культуры, туризма, бизнеса. Неужели это неподъемная задача для такой страны, как Россия? Наша огромная беда в том, что мы не занимаемся своей страной, но так и рвемся произвести впечатление на других. А потом страшно обижаемся, когда иностранные государства не относятся к России с таким же пиететом, как к Соединенным Штатам и Китаю. Мы обижаемся, что к ним на международной арене прислушиваются, а к нам нет. Но это же естественно. Там сейчас современная наука, образование, там колоссальный рынок. Мы же требуем бесконечно любить нас за прошлое достижение. Победу в 45-м и полет Гагарина в 61-м. Однако это так не работает. У нынешней российской власти были феноменальные сверхдоходы от продажи сырья, талантливый народ и 23 года на то, чтобы превратить Россию в сверхдержаву, чтобы весь мир выстраивался в очередь за нашими технологиями, медициной и образованием, чтобы каждый год к нам приезжало больше туристов, чем вообще живет людей в России. Уж где-где, а в России есть на что посмотреть. Не хватает только должного сервиса и нормальных путей сообщения. Летом 2020 года Путин сказал следующее. Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни, и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы. У нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку. А почему это так? Куда и на что тогда ушли 20 лет твоего правления? 20 лет – это огромный срок. За это время сменяются исторические эпохи. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос, а за 20 лет до этого Великая Отечественная война еще даже не началась. Сейчас Путину власти уже 23 года. Почти четверть века безуспешного очковтирательства закончились попыткой заставить нас уважать хотя бы за силу. Но и силы-то никакой не оказалось. А те люди, чью любовь Путин попытался завоевать не превращением России в по-настоящему привлекательную страну, а в прямом смысле слова завоевать танками через завоевание чужой земли. Эти люди сейчас нашу страну проклинают. Проклинают на чистейшем русском языке. На днях российская ракета попала в жилой дом в городе Днепр. Это бывший Днепропетровск. Не самый восток Украины, но и там, по данным на 2017 год, 63% горожан говорят на русском языке, как на основном, а 13% этнические русские. Теперь у всех них и у следующего поколения днепрян Россия будет ассоциироваться только с ракетой и разрушенным многоквартирным домом. Закончить мне бы хотелось вот чем. В 21 веке наша страна попробовала добиться уважения и любви с помощью понтов. То салютом за 300 миллионов,
то стадионом за 48 миллиардов. Не вышло. Затем попробовал добиться этого же военной силы. Не получилось и это. Наконец-то остался последний вариант. Заняться собой и стать по-настоящему хорошей страной. Для своих граждан. Это будет нелегко. Но мы попытаемся. Перед самым финалом давайте послушаем народного артиста России Дмитрия Назарова, которого недавно уволили из МХТ имени Чехова. Послушайте вот его. И до завтра. Ради мира нельзя умирать, жизнь на плаху бесцельно сложить. И не надо мне пламенно врать. Ради мира положено жить. Ради мира положено жить. Не рыдать, поминая родных, и в подушку уткнувшись, не выть, и не пить без закуски за них, и не пить без закуски за них, чуть согнувшись под тяжестью слез, проклиная таких же чужих, привыкая жить с ужином врозь, привыкая жить с ужином врозь в пустоте почерневших квартир, в мире вырванных клочьев волос. Да кому же он нужен, тот мир? Да кому же он нужен, тот мир, бьющий в череп шершавой стеной, на которой вчерашний кумир уверяет, что мир – это бой, уверяет, что мир – это бой, на котором пора умирать. Ради мира идти на убой. Я такое не в силах принять, я такое не в силах понять, и такому не в силах служить. Ради мира нельзя умирать. Ради мира положено жить.